Всем привет, с вами Костян. Наконец-то шторм здесь поутих. Предыдущие 2 недели было невозможно отснять какие-то морепродукты, потому что рыбаки приезжали пустыми. Ну а сейчас, по слухам, уже что-то у них появляется. Я хотел изначально подснять исключительно гребешков, потому что подсмотрел у местных довольно интересный рецепт. Но на предыдущем видео, на обзоре на рынок, люди попросили отснять и моллюска мела. 70 комментов, не шутка. Поэтому поехали на рынок, добудем гребешков и мелу. И по дороге на рынок встретили мы, можно так сказать, стихийную продажу как раз-таки тех самых моллюсков, которые нужны. Давайте прикупим мела и чуть-чуть гребешков. Естественно, они здесь живенькие, живее всех живых, поэтому 2 самые крупные я отберу, пока у меня конкуренты их не отобрали. Стоят они по 600 рублей за кило. Вот посмотрим как раз, насколько эти 2 потянут. Мы наберем какое-то количество гребешков. Здесь нужно быть немножко осторожным, потому что какие-то уже открытые, а значит подохли. Наберем исключительно закрытых. Они даже более тяжеленькие, значит там есть внутри вода, и значит они живые. Наберем какое-то количество, штучек 15-20. Посмотрим, насколько это потянет. Стоят они по 85 примерно рублей за кило. И вот здесь вот у нас набралось на 60 рублей. Ну и вот вернулись с рынка, вы это видели секунду назад, а у меня уже прошло порядка 2 часов, потому что нужно было и подготовить все остальное. В общей сумме все, что мы купили, а это 2 мелы весом 1100 грамм и гребешки вышли в 560 грамм. В общей сумме это стоило 260 местных донгов, что на русские деньги примерно 750 рублей. Не так-то и дешево, но и не так-то дорого по нашим расценкам. Что первым делом нужно сделать с гребешками? Они живые, поэтому закрытые, но песка в местных гребешках, вот даже снаружи трогаешь, очень-очень много. Первым делом мы их сейчас почистим, помоем, ну а потом уже будем вскрывать и вынимать всякое мясо, потому что ракушечка нам понадобится в качестве тарелки. Ну, как очистить гребешка, я думаю, долго объяснять не нужно. Запускаем и подрезаем так, чтобы гребешок у нас напополам не разрезался. Вот так вот подрезали ногу, раскрыли. Так, это не надо. И вот отсюда его уже срезали. И вот заметьте, как много песка вытекает из раковины, поэтому, конечно же, здешние гребешки необходимо хорошенечко промывать. Вон, видите, сколько песка. Ну, дело в том, что они продают их не в воде. Соответственно, лежат просто так себе. Ну и логично вполне это получается, потому что если бы они лежали в чистенькой, хорошей воде, особенно которую еще периодически бы они меняли, тогда бы, да, они самоочистились. Ну а здесь вы видели, что они продаются просто кучей, навалены, и кто выжил, тот и молодец. Естественно, они никак не очищаются, а следовательно, песка остается в них, конечно, очень-очень прилично. Это вот, пожалуй, самый большой недостаток здешних гребешков. Ну и вот гребешки не почищены, но, скажем так, от панцирей очищены. Вот они здесь, сейчас будем промывать. Вы зацените, сколько... А, вот один еще остался. Зацените, сколько песка уже просто так они оставили, пока они во льду даже лежали. Да, не такая большая кучка осталась после очистки всей этой кучи гребешков, как казалось, но нужен второй теперь у нас промыв. Да, потому что уж очень они у нас песчаные. Ну и теперь гребешочки пускай у нас здесь стоят в сторонке, займемся ракушками. Ну, столько много мне не надо, но какие-то вот лодочки, которые не плоские, а именно лодочки, нужно сейчас ополоснуть хорошенько, и они у нас будут, как обычно, в качестве тарелки. Ну и перед тем, как всякое готовить, заранее разожжем гриль, чтобы он уже тут себе раскочегаривался. У нас здесь Камада Джо, так, неправильно я делаю, нужно все делать по уму. Вынимаем решетку. Здесь для стартера они используют, ну, само собой, небольшие такие щепочки. И что интересно, вот они очень быстро, хорошо занимаются, это листья от кокосовой пальмы. Поэтому вот так вот тоже чуть-чуть сейчас положим. Опа, вот так вот. А сверху уже сложим уголь. Здесь он, кстати, вполне себе приличный. Иногда попадаются такие большие куски. Но в большинстве своем очень приличный. Но иногда есть и вот такие. Пожалуй, даже для этого гриля многовато. Возьмем поэтому несколько таких крупненьких, а остальное навалим слегка мелочью, чтобы побыстрее тоже занималось.
Ну и ждем, когда уголек займется и хорошенечко раскочегарится. Ну и так как для рецепта нам понадобится свежий зеленый лучок, и здесь он у меня, слава богу, растет, поэтому наберем какое-то количество. Я думаю, перышек 10 будет вполне достаточно. Ну и для заправки гребешков нам понадобится солька, свежий лучок, который сейчас срезали, черный перец молотый. И мне настояли, что обязательно нужно добавить, чтобы колорит местный был, куриный порошочек. Ну и, естественно, утиные яйца. Давайте для начала как раз утиные яйца сюда и вобьем. У них очень такая крутая шкурка, поэтому их даже приходится вот так вот иногда надрезать. Я думаю, что 2 будет вполне себе достаточно. Ну и что же, накрошим и добавим все оставшееся. Немножко, ничего себе как гремит, слышно меня или нет? Просто покрошим лучок. Ну и начинаем потихонечку все собирать. Ингредиенты не хитрые. На 2 крупных таких утиных яйца. Вот, я думаю, такую пол чайной ложки будет вполне себе достаточно. Так, сколько нужно местного аналога куриных кубиков? Бебя, how many of this do we need? One this spoon, right? Ну вот тоже, видимо, значит, пол чайной ложки. С перцем тут попроще, тут, как говорится, все по вкусу. Я думаю, что вот так будет тоже вполне себе достаточно. Ну и что же, замешаем все это дело. Давайте-ка взобьем и хорошенечко перемешаем. Ничего себе, какой плотный, не разбивается, аж желток. Вот. Такая симпатичная замазка для гребешков. Местные очень это дело уважают. Но они, правда, прямо вот гребешочек кладут и заливают его вот этим делом. Я же предпочитаю добавить чуть-чуть маслица, чтобы не подгорало. Сейчас конкретно этим и займемся. Угольки хорошенечко так уже подернулись, даже прям занялись то, что надо. Сейчас, может быть, лишнего даже нам придется убрать, многовато. Ну, здоровые оковалки, ничего не поделаешь. Поэтому, да, чтобы побыстрее начать, солнышко у нас потихоньку клонится к закату, и чтобы все успеть, да, сейчас, пожалуй, лишних парочку оковалков отодвину. Ну и что, начнем жарить. О, жарок отличный, то, что нужно. Парочку лишних огромных я все-таки выкинул. Здесь есть интересная особенность в том, как эта штука готовится. Дело в том, что они готовятся очень и очень... О, котеечка! Очень и очень быстро, поэтому сначала кидаются ракушечки, чтобы они разогрелись, и мы, грубо говоря, на них, как на сковородке, будем жарить. Затем в каждую по чуть-чуть добавляем маслица. Это вот как раз я предпочитаю сделать, потому что они кидают сразу же яйцо и все подгорает. Поэтому по чуть-чуть, ух, горячо-горячо. Маслица я добавлю, буквально по несколько капелюшек. Ну и вот они хорошенечко заметно разогрелись. Начинаем закидывать наши гребешки. Пускай начинают потихоньку жариться. И когда гребешочек уже готов, сразу же заливаем яйцом. О, с вапельками, то что надо. И сразу же заливаем яйцом с нашей смесью. Очень-очень быстренько это застывает. Ждем как яишенку, буквально 30 секундочек и вынимаем. Вот так вот, быстро, на потоке, не отходя от места. Как всегда, батареи очень-очень вовремя садятся. Аккурат нужно вынимать, а у нас батарея не того. Вот, поменяли батарейку, и вот первый порцай у нас уже готов. Так, отцепляйся, зацените, какая румяшка. Ну и, слава богу, гребешков у нас тут не очень много, поэтому второй порцай всего лишь из 5 штучек будет состоять. Ну да, аккурат, нормально. И когда гребешки зашкварчали, сразу же добавляем яичную смесь. Две минуты, и вот такой приличный порцай гребешков готов. Ну и давайте быстренькую дегустацию проведем. Так, мне сказали, нужно обязательно еще дополнительные специи. Чуть-чуть соевого
Затем чуть-чуть томатно-острого. Так. Вот такая смесь. Это уже финальный штрих на поверхности. Какой самый вкусный? Берем гребешка. Вот так вот сверху полили. Ну что ж, давайте попробуем. Вот чем все-таки хорошо чуть-чуть с маслицем. Ничего не пригорает. Вот так вот легко. Оп, все снимается. А что здесь может быть плохо? Это отличная штука. Вот хочу толстенький с икрой. Какой вы посмотрите. Это же просто красотища. Ну серьезно, вот такая штукенция. Очень быстро, очень сердито. Самое долгое из всего, что я сейчас сделал, это возня с очищением гребешков. Если где-то получится достать чистые гребешки и не нужно будет с каждым вот так возиться, промывать, то это буквально закусочка, знаете, через 15 минут готово. Отличная вещь. Ну и настало время заняться нашими мелами. Одну я отварю и потом приготовим к ней соус, а вот вторую кидаем прямо на гриль, пускай раскрывается, и соус зальем вовнутрь. И тут, монтаж. Как вы могли заметить, мы переместились в следующий день. Дело в том, что в прошлый раз я увлекся и не заметил, что солнышко-то уже почти село. И не хотелось потерять красивые кадры, как мы это жарим. А на следующий день поливал дождь, поэтому, пришлось ракушки съесть просто так. Поэтому сегодня с утра мы уже сгоняли, прикупили 2 новые, но они не такие большие. Искали как могли, да и ладно, дело ведь не в размере. Поэтому как раз сейчас и начнем их жарить. Перед тем, как начать жарить, я хочу приготовить соус. Дело в том, что одну из этих ракушек я хочу положить прямо на гриль и готовить в собственном панцире. И заливать прямо туда этот соус, чтобы и побурлило прямо все внутри. Поэтому давайте нарежем необходимые ингредиенты. Здесь у меня уже готова для этого водичка, обычное растительное масло, сахар и, естественно, рыбный соус. Осталось нарезать только чили и имбирь. Накрошим имбирек не очень мелко сейчас, потому что мы его будем в ступочке разминать. Поэтому вот такие вот слайсики. Я думаю, что вот эта половинка нам уже и не понадобится. Вот так вот. На не самые мелкие кусочки. Замечательно. Ну и вот половину чили, а здесь он довольно ядреный. Вы не думайте, что раз это такой крупный стручок, то он не ядреный. Ничего подобного. У нас такого, хрен достанешь. Попку выкинем. И тоже как-то вот так вот вместе с семечками, естественно, накрошим. И сейчас все размолотим в ступке. Закидываем все это дело сюда. И я тут подумал, а что это у нас сахар будет просто так простывать? Пускай-ка тоже поработает. Ну и так как у меня здесь грохот будет страшный, давайте-ка я это на руках размесю. Вот он, недостаток тоненького столика. Да здесь особо выбор у меня не богатый. Какой получилось достать, тот и достал. И то он стоил 2000 рублей. Размешиваем все до однородной кашицы. Так, ну и вот, готовое дело кашица. И начнем все собирать. Так, для начала переваливаем вот эту теперь у нас смесь. Все до конца. Теперь добавляем чуть-чуть водички. Дело в том, что не нужно нашим улиткам уж очень именно зажариваться. Они должны быть все-таки слегка такие, знаете, мяконькие. Поэтому чуть-чуть водички. Так, ступка теперь нам не понадобится. Рыбный соус, опять же не весь, я добавлю 2 чайные. Вот так вот достаточно. Ну, естественно, чтобы ничего у нас во внутрях не подгорело, слегка маслица. Масло, естественно, останется наверху, а вот растворившиеся специи в воде очень хорошо вовнутрь уйдут. Поэтому мне как раз хочется сохранить там внутри соки, но при этом, чтобы еще и ракушка во внутрях пропиталась, а не только на поверхности. Ну, а когда вода испарится, масло пойдет вниз и не даст пригореть.
Окей, наш Камада Джо снова раскочегарился, поэтому так, какую возьмем? Давайте чуть-чуть, которая побольше возьмем, поставим на гриль. Пускай начинает, так сказать, себе готовиться, а как вот у нее начнут такие всполохи появляться, так начнем добавлять соус. А вторую давайте просто отварим. Так, вот у нас водичка закипела на бройл кинговской боковой горелке. Присолим водичку, где-то на литр я столовую ложку кидаю. И, не мудрствуя лукаво, кидаем нашу ракушку вариться. И вот пришлось такую конструкцию изобрести, чтобы у нас весь соус не выливался оттуда. Поэтому по чуть-чуть начинаем добавлять, вот особенно в те места, чтобы, собственно, он туда вовнутрь заливался. Ну, конечно, маслица сейчас полыхнет. Но ничего, с водичкой вовнутрь все пропитается. Ух, и жара тут, вы не представляете. Во-первых, я на солнце плюс 40, а во-вторых, я еще и рядом с грилем. И вот так потихоньку, когда предыдущая часть прошла вовнутрь улитки, а может быть мы ее сейчас еще повернем, будем добавлять следующую порцию, чтобы все-таки вся улиточка у нас пропиталась нашим соком. Ждем до полной готовности. Улиточка у нас не маленькая, поэтому и нужна водичка, чтобы все-таки вовнутрь заходила. Порядка 10, а то может быть и 12-15 минут. И вот туда вот вовнутрь, собственно, в самые недры улитки, по чуть-чуть вот так вот будем заливать, чтобы она вся изнутри пропиталась. Продолжает бурлить, не щадя, заливаем соусом. И вовнутрь, и везде. Пускай все вовнутрь пропитывается. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Ну, тут все очень-очень просто. Бурлит себе и бурлит. Ну, давайте оставим это минут на 10. В солененькой воде пускай прокипятится полностью. Прошло еще некоторое время. Нога начала отходить, и теперь можно ее слегка приподнимать и усиливать процесс вхождения соуса вовнутрь. Вот так вот. Оп, чтобы везде-везде забурлила. Здесь она еще прям очень-очень твердая, и я чувствую, что это еще сыровато. Так, а что у нас с вареным тем временем? Выглядит пока по-прежнему, и давайте-ка я его переверну, чтобы он вот этой частью своей, особенно толстой ногой, был во внутрях. Так, нужно что-то мне поудобнее, какие-то щипчики взять сейчас. Вот, может быть, ложечка поможет. Ну-ка. Чтоб он лежа, так сказать, у нас варился. О, достался, смотрите-ка, значит готов. А вот и погорячился я. Я думал, раз он выскочил, значит полностью готов. А мне говорят, не, чувак, нужно вот эту ногу-то подольше проварить. Поэтому выскочил, это твоя большая удача. Потому что нам приходится обычно вот этой раковиной, говорит, долбить со всей дури, чтобы он оттуда выскочил. Поэтому тебе просто повезло, а поварить нужно подольше. Осталось буквально 1,5 минутки, может быть 2 до извлечения. И я хочу в грильного чуть-чуть, у меня замороженное масло, добавить сливочного. Вот так вот. Давайте-ка кинем на поверхность слегонца сливочного. Вот так вот. Заморская еда с колоритом российского блюда. Ну и вот сливыч почти разошелся, давайте потихонечку вынимать. Вот наш вареный. Так, ракушку вынимаем, как говорится, для красоты. А вот этого товарища вынимаем, чтобы остывал. Ну вот как мне объяснили, вот эту пленочку, естественно, мы снимем. Сейчас прямо я ее снять не могу, потому что очень-очень это дело горячее. Ну а вот эту вкусняшку, вот эти все внутренности, некоторые там особенно уважают внутренности, не будем показывать пальцем, даже очень съедобные. Ну и вот сливыч растворился, выкладываем. Теперь довольно долго, я так понимаю, ждать, пока вот этот остынет. Но ничего, у нас есть чем заняться.
Пока ракушки остывают, приготовим салат, потому что вареный вариант как раз-таки с ним и подается. Прежде всего, морковочку натрем на тонкие полоски. Вот очень хорошо для этого подходит терка для моркови по-корейски. Ну, вы знаете, все очень уважают ее. Нарежем лучок. Я не знаю, мне нравится тоненькими полукольцами. Ну, ножи здесь, честно говоря, не очень, хоть я их и подтачивал. Далее идет трава. Честно говоря, я не знаю, как эту траву назвать не то что по-русски, а даже по-английски. На вкус она что-то среднее между петрушкой, сельдереем, базиликом, все вместе. На местном диалекте это называется рарам. Не знаю, как это переводить, но, может быть, кто-то сподобится. Берем только листики и крошим. Следующая зелень, опять же, не знаю, как называется. По-местному они ее называют крабьей травой. Ну, то есть crabgrass. Ну, отсюда берется не только листики, кстати, да, вот я по привычке начал обдирать листики, а здесь очень-очень сочные стебельки. Ну-ка. Прям действительно хрустяшка. Да, растет она прям по побережью, поэтому у нее слегка может быть такой болотистый вкус. Но это приятная штуковина. Поэтому нарвем вот весь пучок, что у меня здесь есть, так смело, со всеми стебельками. И теперь осталось заправить всю вот эту зелень. А именно соль, так, вываливайся, сахар, здесь по 1 чайной ложке. Чесночка довольно добро. Здесь у нас целая головка, зубчиков 5-11. Так. Немножко чили. Уже у нас он разделанный, но возьмем вот как раз вторую часть. Господи, они все едят острым. Кто бы жаловался. И перетираем. О, это будет адская смесь. Так, ну и вот, перетерев все в кашицу, эти пленки уж совсем не перетрешь, но, тем не менее, получилась такая замечательная кашица, и вот наша заправка готова. Так, очищаем. Хорош до последней капли. И переваливаем вот такую импровизированную заправку в наш салат. Так, ну и чтобы в салат не лезть голыми руками, перемешаем его вместе с этой заправочкой вот так вот в перчатках. Так, разбрасывая, конечно, какие-то его части по столу. Да, и, естественно, выдавливаем туда пол лайма. Куда ж без этого? Вот так вот. Пускай настаивается. А тем временем накрошим на тоненькие слайсы главный ингредиент этого блюда. Нашу улитку. У этой улитки есть определенные места, которые, так сказать, сомнительны для съедания. То есть, если мы посмотрим, то вот этот мешочек, в котором, собственно, кишки все у нее спрятаны, ну, для нашего человека будет сложновато подъесть. Поэтому, пожалуй, я его вот так вот оторву. Нет, не оторву. Придется отрезать. О, видали как? Поэтому да, это, так сказать, ну совсем на любителя. Сейчас немножко приведем изнутри здесь в порядок все. И, ну и вот теперь можно нарезать. Так, если правильно уж совсем крошить, то начнем вот с таких вот тонюсеньких слайсиков. Это как хамон. То есть, с одной стороны, хамон штука вкусная, а с другой стороны, а ведь кусок на 100 грамм вы ведь целиком не захотите затачивать. Поэтому вот так же и с этим делом. Исключительно малюсенькими и как можно более тонкими полосками. Все, добавляем в салат. И вновь все перемешиваем для того, чтобы теперь уже наши улиточки, кусочки улитки пропитались всеми теми соками, которые у нас там уже, я так смотрю, хорошенько накопились. Ну и наконец-то настало время нашей грильной ракушки. О, еще горячая, но подостыла уже, вполне себе можно
попытаться ее выковырить. Так, пробуем. Вот, видите, на что жаловались? Не до конца вынимается. А вот там самая вкусная по местным меркам часть. Вот видите, те кишочки оборвались и во внутрях остались. Ну, я даже не знаю, как они их будут выковыривать. Да и ладно, нам они не надо. Нам главное вот это сочное, во всех соках, пропитанное соусом. О, слушайте, а запах? Запах совсем другой. Вы посмотрите, и мясо-то совсем другое. Запах совсем другой, и этот мне нравится намного больше. Ну-ка попробуем точно так же тоненькими слайсиками нарезать, потому что вот это мы будем кушать как сашими, поэтому здесь нарезка, конечно, очень-очень важна. После окончательной нарезки получаются грильные и салатные кусочки нашего моллюска-мела. Ну, естественно, нужно еще сдобрить это все хорошенечко лаймом. Давайте пробовать. Прежде всего, сам салатик. Я даже, пожалуй, сначала обойдусь без моллюска. Такой хорошенький кусок салата. Салат отличный. Мне прям очень нравится. Его можно много съесть. Салатное мело. Да, интересная штука. Мне очень хочется сравнить с нашей грильной. А вот это совсем другое дело. Вот прям совсем другое дело. Я понял одну вещь сейчас. Мело только гриль. Не подходите ко мне с другими вариантами. Только гриль. Для нашего человека, конечно же, такого плана блюда что-то из ряда вон выходящее. Ну да и признайтесь себе, вы затем YouTube и смотрите. Ну а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока. Пуп.